Всем привет, я декоратор Алексей Журавков, и в этом видео я вам расскажу и покажу, как сделать вот такую акцентную стену из материала персия от производителя Elf Decor. Техника нанесения: карта мира, два цвета, два слоя. Подписываемся, смотрим, вдохновляемся. Сегодня у нас легкий косметический ремонт, и мы будем наносить вот такие вот материалы от Elf Decor. Это Persia Pearl и Persia White. Будет нанесение в технике карта мира. Из инструмента мы используем два шпателя. Это вспомогательный и основной. Основной 240 венецианская гладилка. И вспомогательный можете использовать 60, 80, 100, 120, 150 мм шириной. Любой, который вам удобно. Главное, чтобы они были чистые, целые и ни капельки не поцарапаны. Для второго слоя у нас будет использоваться вот такая синтетическая губка. Это аналог морской. И наносить мы будем на стену, которая когда-то была покрашена, но спустя года она уже, вот видите, не совсем в таком хорошем состоянии. И мы решили ее реставрировать. Производитель рекомендует наносить предварительно кварцгрунт, но я хочу просто для себя затестировать поверх старой краски. Краска в принципе неплохая, моющаяся, просто вот есть следы эксплуатации тут за лет 15 и небольшие там цяточки, наплывчики. Мы их обязательно подчищаем, снимаем шпателем. При желании можем это все смыть, можем не смывать, можем оставить и наносить себе спокойно слой. В общем, сейчас я покажу, как это все делается. Ничего сложного. Берем первый материал Persia Pearl, открываем. У него вот такой свой серо-бежевый цвет, очень красивый, он густой. Это разновидность перламутровой краски. И в ней есть наполнитель на зернышко. То есть, в принципе, он даже может скрыть небольшие царапинки на стене. Для удобства можем его развести на 10% водой от общего веса, либо можем не разводить. То есть, кому как удобно. Если будете разводить, будет расход меньше. Не будете разводить, будет красивее ложиться и удобнее будет работать, но, соответственно, будет больше расход. Я всегда работаю в перчатках, поэтому вам советую. Также под руками всегда мокрая тряпка должна быть, чтобы протирать шпателя. И все, и начинаем. Берем материал, накладываем на кельму. Вот в таком количестве. И начинаем от угла его равномерно наносить. Задача сделать его без наплывов в равномерный слой. Уделяем внимание примыканию. Можем его проклеить скотчем, либо аккуратно нанести материал так, без скотча. Просто надо чуть-чуть аккуратнее работать, чтобы не запачкать соседнюю стену. На больших стенах рекомендую работать вдвоем, на маленьких, в принципе, можно справиться одному. Тут могут появляться перехлесты и стыки. Нам это абсолютно не важно, так как у нас второй слой полностью все перекроет. Наносим хаотично, равномерно расправляем, убираем насечки и все. То есть буквально перешпаклевываем на величину зерна. Материал имеет приятный запах, пахнет карамелькой, имеет приятный цвет и очень комфортный в работе. Продолжаем нанесение. Я двигаюсь равномерно, подкидываю материал наверх, на середину и вниз. Двигаюсь хаотичным таким краем рваным, чтобы не было прямых вот таких столбов при подсыхании материала. То есть задача всегда освежать край. Тогда будет минимальный нахлест и стыковка. Мы его сразу приглаживаем и все. Делаем без спешки. Главное равномерно и без перерывов. Если материал сильно пересохнет, то будет очень очевидный стык. Но вторым слоем мы его перекроем. Также наношу материал аккуратно под самый багет. В идеале это его проклеить скотчем. Вот. Но так как у нас ремонт косметический, мы делаем очень-очень аккуратное примыкание при помощи чистого шпателя. И, в принципе, этого достаточно. Так вот делаем впритык к багету и расправляем влево, вправо, как бы елочкой такой. Счищаем материал и
расправляем. Я уже практически нанес всю стену. Мне остался только край. И я делаю аккуратную стыковку. Кстати, можете обратить внимание, здесь на стене Сахара. Сахара мат. Также сделано поверх обычной краски. Тоже косметический ремонт. Ничего сверхсложного. Эти и другие видео про перламутровые краски вы можете посмотреть у меня на канале в разделе «Декоративная краска» и «Декоративная штукатурка». Там есть практически все разновидности декора. Я детально рассказываю и показываю. Так что подписывайтесь на канал, переходите, смотрите. Всем, кто интересуется декором, будет полезно. Делаем аккуратную стыковку и оставляем сохнуть стену на 4 часа, так как в помещении температура около 20 градусов, высохнет все быстро. Расход материала. С 1 килограмма можно нанести от 4 до 6 квадратных метров. То есть ведро 5-килограммовое на 30 квадратов можно вот такой подсчет вести. Сейчас мы будем наносить второй слой материала. Это Persia White. Вот такая белая перламутровая база. Сразу, в принципе, в подходящей консистенции. И сейчас будем наносить. Для нанесения мы используем вот такую крышку. Мы сюда будем набирать материал. И вот такая губка. Мы будем тамповать и переносить на стену. Мы набрали материал на крышку. Хорошенько протамповываем мочалку, чтобы она верхним краем пропиталась в материале. И он на ней оставался. И сейчас будем переносить на стену. Делается это следующим образом. Наносим и мягкими движениями прокручиваем губку, равномерно натамповывая материал. За один заход 3-4 раза можем мочалкой сделать такое тампующее движение. И вновь ее смачиваем в материале. Все, и таким образом наносим сегмент стены, потом его будем формировать и дальше продолжать нанесение такой шубки. Наношу дальше всю стену. Эту часть я уже сформировал, предварительно пригладил. Сейчас я это покажу как. А пока я наношу дальше стык, освежаю между подходами, чтобы у меня рисунок был монолитный, цельный. Одному работать очень комфортно. Материал не пересыхает, долго остается в рабочем состоянии. И я наношу приблизительно 60-70 сантиметров по краю и буду его дальше приглаживать. Приглаживание происходит в несколько этапов. Первый этап это будет формировка рисунка, и второй, третий этап это уже будет его приглаживание, чтобы не оставалось никаких наплывов и нахлестов. Также я буду прорабатывать примыкание к багету. Тоже ничего сложного, точно так же, как и на первом слое. Вот я нанес сегмент, беру гладилку. Вот само приглаживание. Это просто делается хаотичными, плавными, волнообразными движениями разнонаправленными. И все. До самого края не доходим, оставляем сантиметров 5, чтобы у нас не было пересохшего края. И при последующем нанесении не было нахлеста материалов. Наносим, формируем и переходим дальше. Вот я сейчас приглажу, оставлю его на 5 минут и потом сделаю еще один подход. И буду смотреть, нужно ли его формировать третий раз. После каждого этапа протираем тряпкой шпатель, чтобы он был чистенький и на нем не было кусочков засохшего материала, чтобы мы после того, как нанесли материал губкой, его потом начинали приглаживать, чтобы не оставлять царапин дальше, то есть не делать лишней потом работы. Поэтому всегда инструмент в чистоте. Я уже могу доходить, в принципе, аж до самого края. Вот, и сейчас буду все это дело приглаживать.
Суть та же, максимально хаотично. Выбирайте себе одно и то же движение для приглаживания, чтобы у вас был одинаковый рисунок. Большие наплывы стараемся сразу снимать, потому что при высыхании их будет тяжело разровнять. Я нанес уже до конца всю стену. Сейчас у меня последнее приглаживание сверху и снизу. В принципе, у меня пошло на одну стену по времени где-то 25 минут. Стена где-то 4,5 на 2,50. То есть 10-12 квадратных метров. То есть одному работать вполне комфортно. Но если большие объемы и вас двое, то, конечно, это гораздо легче и быстрее будет. Материал пока влажный, очень легко может стереться с плитки. Тут как бы я вообще не заморачиваюсь. Раз, два, и все, и чистенько готово. Ну и все. На этом этапе я его доглаживаю. Сейчас буду возвращаться к началу и проходить стену еще раз. Сейчас я буду окончательно формировать рисунок. Я обязательно использую тряпку и кельму, гладилку. Видно, где есть наплывчики. Я легкими движениями их снимаю и стараюсь также шпатель направлять в разные стороны. И благодаря этому создается дополнительный декоративный эффект в виде переливов. Можно хорошо видеть это. Работаю очень-очень мягко шпателем, без сильных нажимов, чтобы не подорвать материал. В принципе, после этого приглаживания можно еще раз пройтись через 5 минут. Но если вас результат будет устраивать уже визуальный, то можно оставлять стену высыхать и наслаждаться ею. Вот такой завершенный вид имеет стена после нанесения материала в двухслойной технике и в комбинации двух цветов. Темный на подложку и белый снаружи.